Всем привет! Сегодня будет 2 истории про «Я же мать» с Reddit. Скажу сразу, что я очень благодарен, ребята, вашей поддержке. Вы много всего хорошего написали под прошлым видео, я читал каждый комментарий, и мне было очень приятно. И цель достичь 15 тысяч подписчиков стремительно приближается благодаря вам. Вы лучшие. Ну а теперь истории. Погнали! «Я же мать» чуть не отправила меня на тот свет, считая, что я наркоманка. Не так давно я была у врача по поводу некоторых проблем со здоровьем. Оказалось, что у меня есть заболевание, которое не позволяет моему желудку полноценно переваривать пищу. Я, конечно, могу есть, но очень небольшое количество еды, и чаще всего это доставляет мне дискомфорт и боль. Недавно мне установили трубку для кормления, которая проходит через мой нос в желудок. Теперь я очень стесняюсь из-за нее и всегда стараюсь носить маску на лице, которая ее прикрывает. Только не обычная белая, как у врачей, а с рисунком в стиле аниме. Я купила такую в одном японском магазине. Ко всему прочему, мне приходится носить рюкзак, в котором хранится моя еда. Мой отец и близкие друзья меня поддерживают и во всем мне помогают. Моя лучшая подруга Пейтон и я единственные, кому разрешено трогать, поправлять или устранять мелкие неисправности с трубкой. Ну, не считая моего папы, конечно. Эта история случилась в один из выходных дней. Была замечательная погода, и я с подругой отправилась в торговый центр. Мы не планировали там серьезно потратиться, и основной целью было просто развеяться, пообщаться и, быть может, совершить незначительные мелкие покупки. Поэтому первым делом мы пошли в бутик, в котором продают недорогую бижутерию, косметику и прочее. Рассматривая огромное количество заколок, мы с Пейтон решали, какая лучше подойдет для цвета моих волос. Как неожиданно позади услышали чей-то плач. В принципе, в этом нет ничего удивительного, но именно этот был не очень похож на плач и истерику маленького ребенка. Мы повернулись и увидели у входа в бутик мальчика лет 8-9, который сидел на полу, разбрасывал свои мягкие игрушки в стороны и при этом ревел. Его поведение было очень странным и даже забавным для мальчика такого возраста. Мы с Пейтон переглянулись и, улыбаясь, продолжили заниматься своими делами. Буквально через 5 минут я неожиданно почувствовала резкий рывок сзади, как будто кто-то дернул меня за рюкзак. Я повернулась и увидела перед собой того плачущего мальчугана. Он спросил меня: «Эй, почему ты носишь маску? Ты не слишком рано готовишься к Хэллоуину?» Я ответила: «Нет, извини, малыш, это не для Хэллоуина. Маской я пользуюсь, чтобы не заболеть. Обычно я всем так говорю, потому что так гораздо проще, чем объяснять, что я не могу есть и у меня под ней трубка». Тогда мальчик говорит: «Хорошо, я вас понял. А могу ли я ее примерить? Я обещаю, что вы не заболеете». Нет, конечно. Такие вещи строго для индивидуального использования. К тому же я простудилась вчера, поэтому, извини, однозначно нет. Я сказала ему, что здесь есть специализированный отдел, где можно купить такую же, и объяснила, как его найти. Тут вошла его мать, и он, подбежав к ней, начал просить купить ему такую же маску. Хочу отметить, что аниме — это моя страсть, и я подумала, а почему бы не купить себе еще несколько? Заодно покажу, что там есть своей подруге. Пейтон идея понравилась, и мы сразу направились в тот магазин. Там я нашла маску с изображением моего любимого персонажа. Она была в единственном экземпляре. Прежде я не встречала именно такую. Только я попыталась ее взять, как подбежал тот мальчик и закричал: «Эй, я собирался ее взять! Тебе не кажется, что ты слишком много уже набрала?» На это я ответила: «Ну, вообще-то я в них нуждаюсь, и они мне необходимы». Обиженный мальчик развернулся и ушел, а мы с Пейтон, расплатившись за все, что выбрали, пошли в сторону кафе, чтобы она могла перекусить, а я примерить купленные маски. Мы сидели за столиком, и ничто не предвещало беды, но неожиданно появился этот дотошный малец, который, видимо, следил за нами и видел, куда мы направились. Матери с ним не было, и он начал предлагать поменяться с ним, так как он тоже хотел иметь ту маску, которая досталась мне. После долгих споров я все же решила поменяться с ним, и чтобы он наконец отстал от нас, я аккуратно сняла рюкзак, чтобы достать маску. После этого я отдала мальчику ту, которую он хотел, и пока он разглядывал ее, я решила быстро перекинуть себе на лицо новую, чтобы мальчишка не видел трубку. В этот момент подошла его мать и начала орать: «Что это, черт возьми, было? Вы что, употребляете наркотики, к тому же в общественных местах? Так вот, почему мой ребенок за вами увязался. Вы пытаетесь еще и ему это предложить? И маски наверняка вы эти тоже украли. Я немедленно вызываю полицию». Мы с Пейтон были в шоке и думали, что эта мамаша сошла с ума. Я сказала: «Вы что, сумасшедшие? Какие наркотики? Это трубка, через которую я питаюсь из-за болезни». Мамаша перебила меня: «Ой, что ты мне тут рассказываешь? Я знаю, какую пищу вы там получаете через трубку. Психотропные препараты глотаете, вот что вы делаете. Я вас, наркоманов, за километр вижу. Сидите и не рыпайтесь, пока не приедет полиция. Я вас засужу по полной программе».
Когда я переодевала маску, она заметила трубку, торчащую из моего носа, и решила, что я наркоманка. Полный бред. Начался настоящий хаос. Все окружающие смотрели на нас. Я пыталась встать, объяснить и показать, что это на самом деле такое, но эта дурная мамаша схватила меня за маску и попыталась сорвать ее с меня. И это было самой плохой идеей, которая пришла в ее больную голову. Трубку устанавливают врачи под наркозом и делают это очень аккуратно. Чтобы вы знали, эту трубку даже слегка натягивать нельзя, не то что дергать. В этот момент я почувствовала резкий рывок, закричала от боли и попыталась сохранить равновесие и не упасть, теряя при этом сознание. Как потом рассказала Пейтон, все произошло за несколько секунд. Когда дамочка начала дергать, то подруга попыталась ее оттолкнуть. Затем я упала на колени, а мамаша в это время продолжала тянуть трубку. Все, кто смотрели, были в ужасе, но никто даже не удосужился помочь. Через некоторое время Пейтон удалось отцепить руку мамаши от трубки, но я уже была без сознания. Потом подбежали охранники, а подруга вызвала скорую. Мамаша же орала на все кафе, что она раскусила и поймала с поличным наркоманок. Когда приехала скорая, меня на носилках поместили в машину, и мы поехали в больницу. В итоге все обошлось, но, как потом рассказал мой врач, если бы меня привезли на пару минут позже, итог был бы плачевный, поскольку я попросту могла захлебнуться. Я пришла в себя через некоторое время, в палате находились мой отец и Пейтон. Они оба плакали, но были рады, что все закончилось хорошо. Тогда я сказала им: «Эй, я еще не умерла. Не так-то просто от меня избавиться, как кажется». На что они просто засмеялись. Спустя время я узнала, что когда эта мамаша дергала трубку, она поцарапала стенки желудка, и из-за болевого шока я потеряла сознание. Сейчас я в порядке, а вот в отношении той сумасшедшей были выдвинуты обвинения. Я написала заявление, но попасть в суд мне не удалось, поскольку я все еще лежала в больнице. Насколько я знаю, этой безумной выписали огромный штраф, а также обязали оплатить мой счет в больнице. Что касается мальчика, то, надеюсь, его отправили жить к отцу. На самом деле, меня это не сильно беспокоит. Главное, меня спасли, и я поправилась. А еще я очень благодарна своей подруге, ведь она спасла мне жизнь. Вот такие дела. Я же мать считает, что она со своим дитя заслуживает моего оплаченного места в самолете. Это случилось несколько месяцев назад. Я летел рейсом одной из дешевых авиалиний, где все бюджетные места, как правило, заняты, поэтому я доплатил за место с большим пространством для ног и дополнительным сидением рядом, для более комфортного полета. Обычно это не играет для меня большую роль, но я мужчина довольно большой комплекции, и ко всему прочему у меня с собой была сумка для ручной клади, так что такой вариант был для меня необходимостью. Как только мы взлетели, я сразу решил немного расслабиться. Я включил свою любимую музыку на смартфоне, надел наушники и облокотился на спинку, закрыв глаза. Через некоторое время я почувствовал, как кто-то тыкает пальцем меня в плечо. Открыв глаза и вытащив наушники, я увидел мальчика лет 10, который стоял сбоку моего сиденья. Я спросил его: «Привет, мальчик, чем могу помочь?» Он ответил: «Здравствуйте, я лечу с мамой. Нам достались места отдельно друг от друга, и я хочу спросить, не могли бы вы поменяться с мамой местами, чтобы мы могли пересесть на ваше?» Я повернулся, посмотрел, где сидит его мать, и увидел, что это стандартное место. После этого сказал ему: «Нет, прости, парень, мне будет там очень неудобно. Кроме этого, у меня с собой ручная кладь. Там есть хрупкие вещи, и запихивать под сиденье я ее не буду». Малыш немного расстроился и ушел. Я надел наушники и снова откинулся на спинку, как вдруг услышал очень громкий возглас. Я вскочил, огляделся и увидел перед собой маму этого парня. Она сказала: «Извините». «Я вас внимательно слушаю», — ответил я. «Мне и моему сыну нужно ваше место, потому что мальчик боится летать. В связи с этим нам нужно сидеть рядом». «Мне жаль это слышать, но я специально доплатил за дополнительное место, чтобы положить туда сумку. И вы, наверное, заметили, что мне с моими габаритами даже тут тесно. А в ваше кресло я подавно не влезу, и у меня попросту затекут ноги». После этого дамочка начала повышать тон. «Слушай, тебе что, трудно это сделать? Ты один во всем самолете сидишь рядом со свободным местом. Ты взрослый мужчина, а я девушка и мать в первую очередь. Ты просто должен поменяться со мной». Я начал злиться из-за того, что она не могла просто понять мой отказ и оставить меня в покое, и сказал: «Если вы знали, что ребенок боится летать, вам нужно было об этом позаботиться изначально и выкупить более комфортные места, чтобы они были рядом, а не надеяться на то, что получится с кем-нибудь поменяться. Мало того, вы пристаете ко мне, так еще своими криками мешаете другим пассажирам». Она ответила: «Ну знаешь что, я не могу позволить себе доплачивать за это. У тебя, наверное, куча денег, а я простая, одинокая мать, воспитывающая ребенка. Мог бы и пожалеть. Давай быстро вставай и иди на мое место». Я начал потихоньку заводиться, но постарался спокойно ответить. Во-первых, я не богат.
Я раз в год летаю к родственникам в гости, и весь этот год я экономлю и откладываю деньги, чтобы потом выкупить 2 места для себя и спокойно долететь без какого-либо дискомфорта и неудобств. С чего вы взяли, что я должен с вами меняться? Оставьте меня в покое и прекратите этот скандал». Дамочка еще сильнее повышая голос говорит: «Стюардесса сказала передать, что она разрешает нам пересесть на твои места, так что вставай, я говорю». Я, естественно, не поверил ей и вызвал стюардессу. Когда та подошла, я обрисовал ситуацию и спросил, действительно ли она разрешила этой даме занять мое место. В этот момент меня перебивает дебоширка и начинает орать на весь салон. «Он говорит, что не встанет с этого места до конца полета. Вы же сказали нам, что он обязан предоставить нам свои места. Скажите ему, чтобы убирался отсюда». На это стюардесса ответила ей: «Зачем вы обманываете? Изначально я вам сказала, что это единственное свободное место в самолете. Вы можете сесть вместе, только если мужчина согласится». Я же мать нагло говорит ей: «Я должна сидеть рядом с моим сыном. Вы обязаны заставить его освободить место, иначе вас ждут большие неприятности, и я буду жаловаться управляющему авиакомпанией». На это стюардесса сказала следующее: «Послушайте, если вам были необходимы места рядом друг с другом, то нужно было позаботиться об этом раньше и доплатить. А сейчас вы либо немедленно прекратите скандал и перестанете беспокоить этого человека, либо я сообщу пилотам, и они посадят самолет в ближайшем аэропорту, и вам придется заплатить огромный штраф за срыв полета. Сейчас с подобными нарушениями очень строго, и то, что проблемы будут именно у вас, а не у кого-то другого, это я вам гарантирую. Так что займите свое законное место и больше не создавайте никому проблем». После услышанного я же мать выглядела так, будто она вот-вот взорвется. Она на мгновение замолчала, после этого развернулась и направилась обратно к своему месту, что-то бормоча себе под нос. Наконец я смог спокойно расслабиться и отдохнуть, зная, что меня больше никто не потревожит. Я не ожидал, что ситуация примет такой оборот, и стюардесса в прямом смысле слова поставит на место неугомонную мамашу. Но если бы я ее не вызвал, даже не представляю, сколько бы еще времени она трепала мне нервы и чем вообще все это могло закончиться. Благодарю за просмотр. Какая история понравилась тебе больше всего? Напиши об этом в комментариях. А сейчас предлагаю посмотреть другие интересные видео на моем канале. Всем пока!